Мгм. Да, тогда я представлю наших сегодняшних лекторов. То есть сейчас первая часть, да, посвящена Пракрити Вата. Основной докладчик – это доктор Aditi Gandhi. Это в настоящее время специалист, бакалавра аюрведической медицины и хирургии. И в настоящий момент доктор Aditi обучается на степень МД в медицинском колледже, в аюрведическом колледже Хассана. И помогать ей будет то есть наш постоянный член Павел Пересыпкин. Так, пожалуйста, Павел, вы можете начинать. Good evening. I am Dr. Aditi Gandhi, MD scholar in the Department of Dravya Guna in SDM College of Ayurveda, Hussain. Today, I'm going to present on Vata Prakriti and the features of Vata Prakriti Purusha. Добрый вечер, друзья. Меня зовут доктор Адити Ганди. Я являюсь студентом МД в колледже SDM Хассан. И сегодня собираюсь презентовать тему Вата Пракрити, признаки и характеристики Вата Пракрити конституции. The contents of the presentation are introduction, the features of Vata constitution by 4 books, that is Sharangadhara Samhita, Mangasena Samhita, Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and then conclusion. Соответственно, содержание сегодняшней презентации – это первая часть введения, вторая главная часть – это характеристики Вата Пракрити конституции в соответствии с классическими текстами Шангадхара Самхита, Манgasena Самхита, Чарка Самхита и Сушрута Самхита, и заключение. Coming to the introduction, this is a shloka mentioned by Charaka Samhita, Samapetta Anila Kafa, Kechit Garbhadi Manava, Drishyante Vatala Kechit, Pittala Sleshmalastata. Tesham Anatura Purve, Vataladya Sadatura, Dosha Anushayita, Yesham Deha Prakriti Uchyate. It says some persons have the equilibrium, that is the balance of Vata, Pitta and Kapha dosha since birth, while the others appear as Vatala, Pittala and Sleshmala according to the natural predominance of the dosha. Among them, the first, having the Samadosha constitution, are always free from disease, while the other, that is Vatala or Pittala or Kafala, always susceptible to disease. These Deha Prakritis are named according to the predominant doshas. Шлока в Чарка Самхите говорит следующее. Некоторые люди с рождения или с зачатия формирования эмбриона имеют врожденный заложенный баланс вата, питта и капха доши. Другие же имеют доминирующую дошу либо вату, либо питту, либо капху. То есть этот момент определяется в момент зачатия или в момент рождения. Из них же первые, то есть те, у кого врожденный баланс вата, питта и капхи, всегда свободны от болезней. А те, кто является ватала, питтала или шлешмала, то есть у кого доминирует одна из дош, всегда подвержены или склонны к заболеваниям, в первую очередь к тем, которым соответствует доминирующая доша в конституции. Эти деха пракрити телесной конституции называются ватала, питтала и шлешмала в соответствии с названиями 3 дош. Ваты, питты и капхи. Шлешма – это синоним капхи. The next shloka, that is Viprita Gunastesham Swastha Vrittir Vidhir Samas Sarvarasam Satmyam Samadhato Prashasyate. That is, the diet, lifestyle and the daily regimen having the opposite or the contrary properties. Dominant dosha of the Prakriti are beneficial for them. And for the persons with Samadhatu, Prakriti, habitual consumption of all these 6 states, that is Sarvarasa, is beneficial. Соответственно, для тех, у кого в конституции доминирует одна из дош, вата, питта или капха, диета,
режим и образ жизни, имеющий качество или свойства противоположные качествам соответствующей доши, то есть главенствующей в Конституции, является полезным, то есть или показан. Соответственно, вся жизнь должна быть выстроена в подборе режима диеты и образа жизни, противоположным по свойствам доминирующей доши в Конституции. А для тех же, у кого пракрити является самадхату или самодошу, то есть сбалансированный, регулярное употребление всех 6 вкусов в диете является полезным. То есть сбалансированное употребление всех 6 вкусов только для людей, у кого самодоша пракрити. Соответственно, ссылка, источник – это Чарка Самхита, Сутрасthана, глава 7, стихи с 39 по 41. Then the Vata Prakriti Purusha Lakshana, that is the features of Vata constitution by Sharangadhara Samhita. He says, Alpa Kesha Krusho Vajala Shala Manasaha Akashachari Swapneshu Vata Prakriti Ko Naraha. That is, a person of Vata Prakriti has less hairs, is very lean and thin in the bodily constitution, is talkative with an unstable mind and moves in the sky in the dreams. Сейчас мы начнем с описания, с коротких описаний, которые даны в более поздних текстах. Шарангадхара Самхита, текст 13 века, говорит о людях Вата Пракрити. Следующее. Человек Вата Пракрити, у него, как правило, мало волос, он тощий или худой, очень разговорчивый, с непостоянным или неустойчивым умом и во сне часто летает. То есть это характеристики чистой Вата Конституции в соответствии с Шарангадхара Самхитой. Then the Vata Prakriti Purusha Lakshana, that is the features of Vata Prakriti according to Vangasena. He says almost similar Lakshanas, that is Krusho, Ruksho, Alpa, Keshascha, Chala, Chito, Nacha, Sthita, Bahu, Vaga, Vyomagaha, Swapne, Vata Prakriti, Ko Narha. That is, a person of Vata Prakriti is lean, dry mind and is unsteady. Speaks a lot and has the dreams of moving in the sky. Соответственно, другой средневековый текст Вангасена Самхита, по времени примерно совпадающий с Шарангадхара Самхитой, то есть текст 12-13 века, говорит про Вата Пракрити следующее, в схожей манере, что человек Вата Конституции, тощий или худой, имеет сухость вне как внешнего вида, так и кожи, у него небольшое количество волос, неустойчивый ум и в целом склонность к непостоянству, изменчивости и так далее. Также человек Вата Пракрити очень много говорит и, опять же, часто летает во сне. Then mentioned by Charaka Samhita, he mentions the Vata Guna, that is Vatastu Ruksha Laghu Chala Bahu Shigra Shita Parusha Vishadaha. That is, Vata is dry in nature, light, mobile, abundant, swift, cold, rough and non-slimy. Соответственно, дальше мы переходим к разбору основных коренных текстов, где Конституция будет описана очень детально и подробно. Начнем с Чарка Самхиты. В контексте Пракрити или Конституции Чарка описывает следующие свойства, присущие Вата-доши и Вата-пракрити людям, соответственно. Первое – это рукша, сухость, лагху, легкость, чала, подвижность или мобильность, баху – это множественность или обширность, шигра – это быстрота или скорость, щита – холодность, паруша – шершавость, шероховатость, и вишада – это вообще чистота, но в данном контексте это свойство противоположное склизкости или скользкости, то есть отсутствие слизистости, присущее Вата-доши. Further, Charkacharya has mentioned each guna in detail. That is the first Ruksha guna, that is Tasya Rokshat Vatala, Ruksha Pachita Alpa Shariraha, Pratata Ruksha Kshama Asanna Sakta Jarjara Swara, Jaga Rukasha Bhavanti. It means due to its dryness, the Vatala persons have dry, thin or lean and small body, always have dry, febrile or low in pitch voice, stammering and hoarse voice, and always are wakeful and alert. Соответственно, дальше Чарка разбирает признаки Ваты Конституции в соответствии с вышеперечисленными качествами. Соответственно, из-за ее сухости, из-за ее, в смысле, Вата-доши сухости, люди Ваты Конституции обычно имеют сухое, худое, тонкое и маленькое тело. Также имеют обычно сухой, сбивчивый и такой шершавый, хриплый голос.
И также постоянно склонны к... Последнее, это джагарука, это дословно бодрствование, но в контексте вата конституции это склонность к тревоге, повышенному возбуждению. То есть, что может проявляться как к повышенному возбуждению днем, так и к проблемам со сном ночью. The next guna, that is lagu. Lagutvat lagu chapala gati cheshta ahara vyaharaha. That means due to the lightness, light and swift or unsteady gait is observed in such persons. The movements are also swift and unsteady. The manner of food intake and the speech are unsteady in nature. Соответственно, следующее качество – это лагутва, легкость. И из-за легкости вата доши люди вата конституции имеют очень легкую и быструю походку, легкие и быстрые движения, легкое принятие пищи и легкую и быструю манеру говорить, манеру речи. The next guna, that is chalatva. Chalatvad anavasthita sandhi akshi dhruva hanu oshtha jiva shira skanda pani padaha. That is due to the mobility nature of vata guna, that is unstable and loose joints are there, unsteady eyes, eyebrows, jaws, head, shoulder, hands and feet are always quivering or moving in nature. Соответственно, суставы, то есть слабость соединительной ткани. Второе – это постоянно двигающиеся части тела, такие как глаза, брови, челюсть, язык, голова, плечи, руки или ноги. То есть, как правило, это непроизвольное дрожание, непроизвольные движения в нормальной жизни, свойственные людям вата конституции, и для них это в целом является нормой. Kandara Sira Pratanaha. So due to the abundance nature, there is excessive talkativeness and plenty of tendons and veins which are visible. Следующее качество – это бахутва. Нету дословного хорошего перевода на русский язык. Это качество обширности, большого количества, множественности. То есть из-за этого качества люди в этой конституции чрезмерно разговорчивые, первое. И второе, имеют очень хорошо видимые сухожилия и вены. Из-за того, что кожа у людей в этой конституции, как правило, тонкая, мы у людей в этой конституции очень хорошо можем обозревать рисунок вен и часто можем видеть сухожилия. The next guna, Shigratva. Shigratvat Shigra Samaramba, Shobha Vikaraha. Shigra Trasa Raga Viraga, Shruta Grahino, Alpa Smrita Yasha. That means due to the swiftness nature, there is swiftness in initiation of the activity, agitation, excitement, and other emotions and development of disease. Swiftness in getting scared or frightened, in likes or loss of passions and dislikes or loss of passions. There is quick in understanding, but are also having short memory. Следующее качество – это шигратва, дословно быстрота. Из-за быстроты, присущей вата доши, люди вата конституции очень быстры в начинании какой-либо активности. И, как правило, как эмоциональное возбуждение, так и возбуждение с какой-то идеей. И также они быстры в развитии заболеваний. То есть одни и те же заболевания у людей в этой конституции протекают быстрее, чем эти же заболевания у людей других конституций. Также быстрота проявляется в том, что люди в этой конституции очень быстро подвержены страхам и тревогам. Они очень быстры в выборе того, что им нравится, то есть в выборе каких-то привязанностей, страстей и так далее. И также очень быстры в их оставлении, то есть в выборе какого-то хобби, которым они живут полностью, но очень быстро, например, его меняют на следующее. Также люди в этой конституции быстры в понимании, схватывании, усвоении какой-то информации, но им свойственна очень короткая память. The next, Shaitya Guna. Shaitya Shita Sahishnavaha, Pratata Shita Kot Vepaka Stambhaha. That means that due to coldness, there is intolerance to cold, continuous affliction with cold, trembling and stiffness is observed. Следующее качество – это шайтя, это качество холодности. Из-за качества холодности, которое присуще вата доши, люди в этой конституции очень плохо переносят холод.
постоянно страдают от того, что им холодно, хочется укрыться, страдают от дрожания и скованности и подвижности. Парушya guna. Parushya parusha kesha mashru roma nakha dashana vadana pani padaha. That means due to the roughness quality, there is rough hairs, beard and mustaches. Bodily hairs, nails, teeth, face and feet are all rough in nature. Следующее качество – это парушья. Парушья – это дословно грубость, шершавость на ощупь. Соответственно, из-за грубости или шершавости у людей вата конституции, как правило, очень грубые, шершавые, жесткие волосы, борода и усы, и также Vaishadya guna. Vaishadya sputita anga avayavaha satata sandhi shabda gaminasya bhavanti. That means due to non-sliminess, there are cracks in various body parts and movements of joints are always associated with sound. Соответственно, следующее качество – это вайшадья. Вайшадья дословно это чистота, но в контексте аюрведы и качеств это отсутствие склизкости или слизистости. То есть вата доша из-за большой сухости не обладает качеством слизисти практически вообще. То есть из-за этого качества вайшадьи у людей вата конституции, первое, очень часто образуются трещины на коже в различных частях тела, на губах, на пятках и так далее. И из-за этого же качества при движении суставы очень часто производят звук. Опять же, из-за недостаточного количества синовальной жидкости в суставах люди вата конституции часто при, например, приседаниях у них могут хрустеть колени или там при разминании пальцев могут производиться различные пощелкивания. Для них это нормально. Eva guna yoga vatalaha prayana alpa balasya, alpa ayusha, alpa apatyasya, alpa sadhana, alpasya apadhanasya bhavanti. Samsargat samsrisha lakshanaha. That is, due to the presence of these qualities, the persons of Vatala constitution generally have less strength, short lifespan, less progeny, and less resources and wealth. Соответственно, из-за совокупности данных качеств, как правило, люди чистой вата конституции обладают небольшим запасом сил, как физических, так и иммунных, имеют достаточно короткую продолжительность жизни по сравнению с людьми других конституций, а также небольшое количество потомства и небольшое количество ресурсов и богатства. Также нужно понимать, что это люди чисто вата конституции, при вате, смешанной с другими дошами, качество будут слегка варьироваться. Соответственно, источник описания – это Чарака Самхита, раздел Виманастрана, глава 8, стихи 98-99. The next features of Vata constitution by Sushruta Samhita. He mentions Tatra Vata Prakriti, Prajagaru, Shita Dveshi Durbhaga, Steno Matsarya Naryo, Gandhar Varchita, Sputita, Kara Charano, Alpa Ruksha, Shmashru, Naka Kesha, Grati, Danta Khadicha. The persons of Vatika constitution is always wakeful, alert, averse to cold, having unpleasant look or unlucky. Has stealing nature, they are jealous, ill-mannered or uncultured, have mind similar to that of Gandharva Sattva, which the people who likes music, dance, etc. Has cracked feet and hands, scanty and rough beard and mustaches, and nails and hairs, is violent or cruel in nature and grinds his teeth during the sleep. Соответственно, следующее – это описание Вата Пракрити в Сушрута Самхите. Сушрута в немножко другой манере описывает, то есть он сходу описывает целиком всю Вата Конституцию, не останавливаясь на тех или иных качествах отдельно. Соответственно, в соответствии с Сушрутой, человек Вата Конституции постоянно бодр или встревожен в обычной жизни, при этом еще может иметь проблемы со сном. То есть праджага рука имеет два значения. Следующее. Плохо переносит и не любит холод. Следующее качество дурбага – это дословно имеет не очень приятный или не очень красивый внешний вид. Дальше. Стена имеет склонность к воровству, мошенничеству, то есть вот легкая предрасположенность к такому поведению. Следующее. Мацария имеет склонность к зависти.
Дальше имеет плохие манеры поведения, имеет ум или характер, склонный к гандарва-саттве, то есть любит музыку, танцы, веселье, рассказы, истории и так далее. Также у людей в этой конституции часто наблюдаются трещины на ступнях и ладонях. У людей в этой конституции очень небольшое количество и очень сухие борода, усы, волосы на голове, также сухие ломкие ногти, склонность к жестокости, и также люди в этой конституции имеют склонность во время сна прикусывать губы или скрипеть зубами. Further, he explains, Adrute Druda Saurada, Kritagna, Krisha Purusho, Parusho, Dhamani Tadha Pralapi, Drita Gatir Tano, Anavasthitatma, Viyati Cha Gachati Sambramena Suktaha. That means a person with Vatala Prakriti have unsteady or without self-control movements, with fickle friendship, they are ungrateful, they are lean in bodily constitution, they have rough body, with prominent veins. Extremely, they are talkative. They have swift walking and movements, always roaming or wandering, with unsteady soul or nature. In dreams, they fly in the sky. Следующее, люди в этой конституции имеют очень неустойчивый характер, неустойчивую природу. Также Адрити означает отсутствие самоконтроля или отсутствие концентрации на чем-либо. Дальше люди в этой конституции очень непостоянны в дружбе и в каких-то партнерских отношениях, имеют склонность к неблагодарности. Внешний вид, опять же, они худые или тощие, имеют качество сухости как в комплекции тела, так и, например, на коже. У людей в этой конституции очень хорошо видны вены. Люди в этой конституции очень разговорчивы, двигаются или ходят очень быстро, имеют склонность бродить, путешествовать, то есть они очень любят двигаться, как в понятии там просто ходить, так и в понятии путешествовать. Также у людей в этой конституции очень непостоянная, нестабильная природа характера, поведения и так далее. И также люди в этой конституции зачастую во сне летают. То есть летают во сне — это качество в этой конституции, которое повторяется очень часто в аюрведических текстах. Manda Ratna Dhana Sanjaya Mitraha. Kinchideva Vilapatya Nibarta Maruta Prakritir Esha Manushara. The person with Vadala constitution has unsteady mind, always moving eyes, poor collection of the gems, wealth, and friends. Sometimes even talks or chatters incoherently or irrelevantly. These are the features of Vata Prakriti person. Соответственно, люди в этой конституции имеют очень непостоянный, неустойчивый ум, постоянно блуждающий и меняющийся. Люди в этой конституции, у них постоянно бегающие глаза. У людей в этой конституции все очень плохо с накоплением драгоценностей, богатств и друзей. И также люди в этой конституции порой могут говорить очень сбивчиво, неразборчиво, бессвязно и бессмысленно. Соответственно, это характеристики Вата Пракрити Конституции в соответствии с Сушрута Самхитой. Как вы можете наблюдать, очень много пересечений с предыдущим описанием из Чарка Самхиты. The next slide is mentioned by Sushruta, which is a unique description. He says, Vatika Sha Aja Gomayu Shasha Aku Ushtra Shuna Tatha Gridra Kaka Kharadina Nukaihi Kirtita Naraha. Those having Vata Prakriti resembles in character that of goat, jackal, rabbit, rat, camel, dog, vulture, crow, ass, etc. Соответственно, также уникальным в описании Сушрута Самхиты касательно Вата Конституции является то, что в самом конце описания Сушрута приводит наглядный пример сходства некоторых черт и манер поведения или манер движения людей в этой конституции с чертами или манерами тех или иных животных. То есть люди в этой конституции могут напоминать своими манерами или характером, соответственно, козу, шакала, кролика, крысу
верблюда, собаку, ворона или осла. То есть по манере передвижения, по некоторым, возможно, чертам внешнего вида, например, кролики или мыши двигаются очень быстро, верблюд имеет телосложение, то есть такое тощее и высокое. То есть некоторые черты, которые имеют общность между людьми в конституции или теми или иными животными. Coming to the conclusion, the analysis of Prakriti plays a key role in the diagnosis of patient and is essential for the selection of an appropriate diet, lifestyle and prophylactic procedures for the maintenance of good health, as well as for the selection of appropriate line of treatment of various disorders, individual selection of medical formulation, procedures or diet. Естественно, в заключение, правильный анализ Пракрити, индивидуальной конституции, играет ключевую роль в диагностике пациента и является необходимым фундаментальным звеном в выборе подходящих диеты, образа жизни и профилактических процедур для поддержания здоровья здоровых людей, и также является необходимым, совершенно необходимым явлением для выбора правильной линии лечения тех или иных заболеваний, то есть для индивидуального подбора медицинских препаратов, лечебных процедур и диет. Thank you. Спасибо. Лиля, кто следующий докладчик? Ой, простите, пожалуйста, я начала говорить и не включила микрофон. Да, поэтому прошу прощения. Да, хочется выразить благодарность доктору Aditi за интересное сообщение о Пракрити Вата. Доктор Aditi, thank you for your report. Большое спасибо, Павел, за содержательный перевод и подготовку. Вот, а сейчас я хочу представить вам следующего лектора. Это доктор Dhanya Dharani, бакалавр аюрведической медицины и хирургии, специалист Центра аюрведы и йога-терапии Атрейя Аюрведа. Доктор Dhanya имеет большой опыт клинической работы, работы с пациентами. Это прекрасный практический специалист, и еще у него прекрасный опыт лекторской работы, поэтому, пожалуйста, доктор Dhanya, please. Да, и доктор Dhanya расскажет о том, как контролировать дошу вата. Так, включите микрофон, пожалуйста. Ага. Всем здравствуйте, я доктор Dhanya, переводчик Ирина. Здравствуйте. So today I'll share my screen. I'll start it. Сегодня я вам представлю свою презентацию. Так. So, okay. So as from the previous lecture, I think all of you are known, but what are the qualities of Vata? What are the symptoms of Vata? Like, you know, you have seen it. But I want to explain you more on a practical view, like how we can we can conclude as Vata. So we can as being a practitioners, like, you know, we can conclude it as
all the neurological processes happening in the body, or maybe all the circulatory functions, any musculoskeletal movements, which all can be concluded under the functions of Vata. Да, то есть, наверное, уже из предыдущей лекции вы немножечко поняли, да, что такое вата, имеете уже какое-то представление, что такое доша вата. То есть, в общем, можно сказать, что вата отвечает за все неврологические, да, циркуляторные процессы в организме, а также за мышечную ткань в организме. Okay. Before reaching into the treatment of the aggravated Vata, I would like to tell you what are the reasons for the causes of aggravation and what are the type of pathologies that lead into diseases due to Vata. До того, как мы перейдем к лечению дисбаланса ваты в организме, я бы хотела рассказать о причинах дисбаланса ваты и какие могут возникнуть патологии в связи с этим дисбалансом. So, two main principal pathologies plays in the manifestation of a disease due to Vata. То есть два принципиальных патологии играют особо важную роль в проявлении заболеваний, связанных с нарушением вата доши. So the first one is called as Dhatukshaya Janyecha Vata, which means because of the aggravation of the Vata due to certain reasons, which I will tell in the upcoming slides. This due to the aggravation of Vata, which leads into the depletion of the dhatus or the soft tissues in the body. То есть первый принцип нарушения ваты, да, связан именно с нарушением, разрушением тканей или тхат из-за дисбаланса ваты в организме. The second type is due to the obstruction of the, as from the previous lecture, like Vata has got the free-flowing action in the body, the movement of it is free-flowing. So whenever there is any obstruction in the free-flowing condition of the Vata, this also lead to a diseases of Vata, which is called as Marga. Нарушением циркуляции должна свободно циркулировать в организме. Если происходит некий затор, да, ваты, то начинается дисбаланс и некоторые заболевания. So I want to know what are the causes for the first type of Vata. There are two types I told, first due to aggravation of Vata, second due to the obstruction of the free flowing of Vata. So what are the reasons for the Vata to get aggravated? The first one, excessive indulgence in dry fruits. I'm telling this on a practical aspect for the people of Russia because I'm more concentrated on their food habits, their lifestyles, and their way of sedentary life. So I'm more concentrating on the practical aspect. So excessive indulgence in dry fruits, for example, khlebse or khleb, like pechinki, or bulichki, all these kind of excess intake of dry fruits lead to the aggravation of Vata. Да, то есть какие же могут быть причины, да, для нарушения циркуляции ваты в организме, особенно в первую очередь, что касается первого принципа, который я уже упомянула, да. Первое – это, конечно, избыточное употребление сухих продуктов, да, то есть здесь я именно говорю о русских людях, их манере употребления продуктов, да, традиции, то, что обычно мы употребляем, то есть это хлебцы, да, хлеб, булочки, да, именно это сухомятка, как у нас называется. Also, intake of excess amount of cold and raw fruits and vegetables untimely, especially in the second part of the day towards the evening time. А другой причиной может стать употребление холодной, да, и сырых фруктов и овощей. Особенно это касается употребления неправильное время, да, это вечером, например. Excessive fasting and untimely food. Да, то есть чрезмерное голодание, да, когда долго человек не кушает или употребляет пищу не в соответствующее время. Late night sleeping or keeping awake at night. Это когда человек поздно ложится спать, либо вообще не спит ночью. Severe exercises without the proper nutritional supplements or foods. И чрезмерные физические упражнения без должного питательной пищи. Also,
suppression of natural urges. From my practice, I have seen like passing of stool or urine, we don't have a proper timing. Like as per Ayurveda, like it should be as soon as you get up in the morning. So because of the work, early going to work or something, many people are suppressing the natural urges like going to toilet or urinating. All these are getting suppressed. So this is also one of the reasons for aggravation of Vata. Другой причиной дисбаланса ваты может стать подавление естественных нужд. Да? Это, например, мочеиспускание, да, дефекация. То есть, например, человек рано встает на работу, и он спешит туда, и, соответственно, не может нормально сходить в туалет, и, соответственно, происходит подавление вот этих потребностей. Frequent traveling. Частые путешествия. Travmы. And very important one is the emotional aggravation, or like we can say emotionalness boy. Like people are more prone to different kinds of emotion, especially about anxiety or like, very much sad sometimes, or maybe even worrying about the things which is going to happen, which had happened, like all these kind of emotional aggravations and emotional suppressions also. These both can also lead to an increase in the Vata. И также очень важный аспект – это подверженность негативным эмоциям, да, таким как беспокойство, тревожность, страх. Да, и часто люди это подавляют или просто испытывают это часто очень эти эмоции. So, because of all the above said reasons, we can see like how the pathology goes. Like because of the above said reasons, Vata get aggravated in the body, and it if a person continues, if he didn't stop it, or there is no intervention or medical intervention, or in this time the person continues doing the above said causes, leads to the depletion of the nutritional tissues, which is called dhatu in Ayurveda, in the body. So there is a depletion of dhatu in the body due to the aggravation of Vata because of above said reasons. То есть вот те причины, которые я упомянула сейчас, они приводят к дисбалансу доши ваты. Если человек продолжает то же самое делать, да, изо дня в день, то вот происходит разрушение питательных тканей, вот этих, которые называются дхату в организме. And whenever there is depletion, like Vata aggravates, depletion happens in the body, because whenever there is depletion, there creates a vacuum, or we can say space in the micro channels of circulation, which is called srotas. There is a space, more extra space in the srotas, which with that space is filled with the aggravated Vata or Vata which is excessively formed in the body. Да, то есть если дисбаланс ваты в организме продолжается, да, то происходит разрушение вот этих тканей, дхату, и таким образом создается некий вакуум в микроканалах циркуляции, да, который называется шроты. И вот этот вакуум заполняется вот этой вот дисбалансированной вата-дошей. And while this srotas is being filled with Vata, there is some pathological changes happening in the walls of these channels, of these micro channels, which are stretched due to the force of Vata dosha. Vata dosha, because as we know, it is moving and it has a force on it. Because of the excess accumulation, the walls of the channels are stretched due to the force of Vata. Да, и так как вот это пространство заполняется дисбалансированной ватой, вот эти вот стенки каналов, да, они растягиваются из-за вот этой вот силы, да, которая вата-доша. And once the walls are stretched, this which lead to the weakening of the channels, it weakens, and this vitiated Vata overwhelms these channels to produce different kinds of diseases. И таким образом это приводит к ослаблению вот этих каналов, и дисбаланс ваты как бы способствует тому, что происходит заболевание в организме. This type of, like the first type where there is aggravation of Vata, this can be more correlated with, musculoskeletal problems or mainly deal with the neurological problems. Да, вот этот первый тип, о котором мы с вами говорили, может привести как раз к мышечно-скелетонным, да, нарушениям, либо неврологическим проблемам. And what is the treatment principle in this type of Vata aggravation? Какой же может быть здесь принцип лечения, да, вот в первом случае?
of course, that we should mitigate or control of the aggravated vata is the first thing. But how? And the second one is nourishment of destructed tissues or correcting the malnutrition through the proper food and lifestyle. То есть первое, конечно, что мы должны сделать в этом случае, это успокоить и как бы научиться контролировать, да, дисбаланс ваты в организме. И второе, это обеспечить питание вот этих разрушенных тканей или скорректировать вот это вот неправильное питание через прием правильной пищи и корректировку образа жизни. And also some other regimes like correction of sleep regime, exposing to more sunlight and bathing in warm water. These all can be introduced for the stoppage of the aggravation of vata. Конечно, нужно скорректировать режим, да, то есть в первую очередь это касается сна, да, обязательно нужно быть на солнце достаточное количество времени и купаться в теплой воде. Это все поможет наладить баланс ваты в организме. So in generally what we can do, like for a general, as a general practitioner, for what we can immediately do for the patients is like, the first one is of course snehana. Snehana means like, procuring, like, supplying your body with enough amount of oil. As we know, like there is snehapana in Ayurveda, which is a purva karma of panchakarma. Like you can oleate the body by drinking ghee internally as well as sesame oil internally as well as externally as abhyanga, or just anointing the body with sesame oil also. So these are both internal and external treatments can be done. As you know, it is an individual medicine, so it depends upon individual courses. I'm just telling about a general case. Да, что касается лечения, вот именно как с точки зрения практикующего доктора, да, что вот мы можем предложить пациенту, это вот процедуры снехапана, да, это промасливание тела, то есть как внутреннее, да, то есть это через принятие пациента масла, тхи, либо кунжутного масла внутрь, либо это может быть как массаж абьянга, да, это нанесение масла наружу. Вот. Но это уже индивидуально, мы говорили, это по состоянию пациента, но нужно внутри или нужно не внутри, это индивидуально. After that, after snehapana, you should after ghee intake or after anointing oil, you should supply with svedana, which is a steaming process. Да, после внутреннего приема масла и либо наружного нужно пройти процедуру сведа, да, пропаривания. And the very important treatment for any provocation of vata or any aggravation of vata is called as vasti in Ayurveda, or it is also a kind of klizma. It is a kind of klizma with different kinds of herbs or decoctions or oils, depending also on the condition of the patient. И, конечно, очень такой важный вид лечения, да, что касается дисбаланса ваты, называется васти, да, это клизмотерапия, то есть это клизмы с достаточным, с уместным, да, индивидуальным подбором трав, либо масел и масел. So this we have told about the first type of vata, which is aggravation. We are going for the second type, where the vata is obstructed. How it is obstructed, how the flow of vata is obstructed by excessive intake causes. I'm telling about the causes for that. Excessive intake of foods which increase kapha and pitta in the body, like sweets, milk products, bakeries, etc., like pichenki, moloko, kisla malochna, slatki, all those kind of foods. If you take in excess amount than what we needed in the body, fast foods like burger, pizza, chips, or eating late at night, sedentary work without any exercises or day sleeping. Да, то есть до этого мы с вами говорили о первом принципе, да, когда происходит у нас дисбаланс ваты в организме. Сейчас мы поговорим о причинах именно затора, да, ваты в организме. Причинами могут быть и избыточное употребление такой пищи, которая увеличивает капху и питу в организме, это сладости, молочные продукты, выпечка и так далее. То есть также это может быть фастфуд, как, например, бургеры, пиццы, чипсы. Другими причинами может быть кушать, например, поздно ночью, также сидячий образ жизни, когда человек не делает никакие упражнения, и также дневной сон. Yeah. No, when people don't sleep at night
and sleep at the daytime. Да, например, когда человек не спит ночью, да, и спит потом днем. So these are all the causes which we can see in a metropolitan city like Moscow. Да, это вот частые причины, которые мы можем увидеть у людей, которые проживают в таком мегаполисе, как Москва. What happens if you continue to do all these pathology things of all these causes? This lead into a pathological condition like this kapha or pitta will increase in our body. It will get aggravated and accumulated in the same micro channels of circulation or srotas. То есть если человек продолжает делать то, что вот мы с вами сейчас упомянули, да, то капха и пита начинает дисбалансироваться в организме и накапливаться в микроканалах циркуляции. So what happens when something is free flowing and there is an obstruction of this? What usually happens is Vata, it has no place to go further. So it will go in a reverse direction. It will get accumulated at some other organ or some other site. Да, то есть вот, допустим, если мы представим, что вот что-то, энергия должна двигаться свободно, да, а здесь происходит некий затор, да, и то есть прекращается свободная циркуляция ваты, и вата застаивается. Или иногда вата может даже начинать как бы перемещаться в обратном направлении и накапливается в каких-то других органах или сторонах организма. Yeah, like so this is the second type of diseases due to Vata. But here we have to take into consideration of the accumulated the second dosha also. It could be pitta or kapha from the symptoms. Да, здесь мы также должны еще учитывать, что могут накапливаться еще и другие доши, да, как, например, питта и капха в организме. How can we treat this kind of blocked vata? Да, как мы можем тогда лечить вот эту вот заблокированную вату? So first we have to treat the obstructed thing, whether we have to find out from the symptoms whether it is more kapha or pitta which is aggravated, which makes for the obstruction of vata, and this has to be removed with a certain kind of diets and herbs and procedures for that particular constitution for a person with a particular constitution. Да, то есть нам нужно понять, да, то есть у нас есть еще также накопление капхи или питы, да, и исходя из этого уже предлагать какие-то методы лечения, да, то есть устранять вот этот вот избыток капхи и питы при помощи правильной диеты, каких-то трав, да, и процедур. So, and after that, when the obstruction is relieved, then we have to treat the correction of flow of or the direction of vata has to be corrected. Like always have anuloma gati, like on the that direction has to be corrected by purificatory therapies like vamana or virechana or nasya, depending upon the site where the vata is located or where there is obstruction. Да, и когда мы устраняем вот этот затор ваты в организме, да, то нам нужно будет наладить теперь вот это правильное течение ваты, и вот эта корректировка направления, да, происходит при помощи каких-то очистительных терапий, например, как вамана, да, рвотная терапия, виречана, да, это через слабительную процедуру, либо наси, да, это очищение через носовые пазухи. So all these purificatory therapies or through panchakarma we can remove the obstruction, and then vata reducing treatment like with intake of ghee or sesame oil internally and externally depending upon the condition, and herbs also for sure. Да, то есть при помощи панчакармы мы как бы убираем вот этот вот затор ваты, да, и дальше уже человек проходит лечение при помощи масла гхи либо кунжутного масла. So while treating vata, when you get any patient with an aggravated vata, you have to see the symptoms, like whether it belongs to the first group of pure vata aggravation or whether it belongs to the second group of obstruction with an addition of some other dosha is there, whether there is an involvement of any other dosha is there.
Да, то есть первое, да, при лечении, да, мы должны понять, то есть там только нарушение ваты, да, идет, то есть только затык ваты в организме, либо плюс еще и идет затор других дож, да, капхи или питы. So main two principles here plays a role. First is like, like increase like, and the opposite brings balance. As we know, like if you have a vata aggravation and if you are continuing all the causes for the vata aggravation, the condition or the diseased condition will increase. So what you have to do, you have to find out if there is vata aggravation, do or take the things which are foods, everything you take which are having the opposite qualities, so that you can balance it. Да, здесь есть такие некие два важных принципа, которые стоит уяснить. Да, первый принцип – это подобное увеличивает подобное, а противоположное приводит к балансу. То есть мы должны понять, то есть если человек, допустим, с дисбалансом ваты продолжает делать те же самые вещи, которые приводят к ее нарушению, то дисбаланс будет только увеличиваться. Поэтому нужно будет, допустим, то есть человеку нужно будет принимать ту пищу, которая будет обладать противоположными качествами. So of course, as we know, the first step is what I'm doing on my practice doing is, of course, the correction of the food, because food is the best medicine and it provides prana for us. То есть первое, да, что, конечно, нужно сделать, это корректировка питания, потому что еда – это лучшее лекарство, и пища дает нам энергию, прану. So apart from like, focusing on trying to fix the symptoms, like if there is a pain, if you're trying to fix it with a painkiller or some supplements or medication, rather than approach it in a holistic healing, like, correction of the diet, correction of your lifestyle, exercises, sleep habits. So all these brings back to normalcy. Then then better not try to fix symptoms with some few medications. That is just momentarily. Да, поэтому стоит переместить свое внимание с симптомов, да, то есть если мы испытываем боль, не стараться принимать болеутоляющие средства, да, а просто переместить свой взгляд именно на целостный подход, да, то есть изменить свой образ жизни, изменить свое питание, то есть посмотреть на организм как на целостную систему. So, what are the food habits a person who is having a vata aggravation should adopt in their lifestyle? Да, то есть какие принципы питания должен усвоить человек, у которого наблюдается дисбаланс ваты в организме? So a person with vata dosha, as we know, like the agni or the digestive fire is very irregular. They have a very irregular habit of eating pattern or of appetite. So for that, a vata dosha should eat small, but on a regular meal. Like we can say, like 5-time eating, like we can say, like zavtraka, betushani, pirikus. So this kind of eating is very much essential for people of a vata constitution or people with having an aggravation of vata. Да, так как у людей вата, типа ваты, да, у них очень нерегулярные агни, да, и поэтому аппетит у них может такой быть непостоянный, им рекомендуется питаться небольшими порциями и как можно чаще, да, то есть это может быть 5 раз в день, например, завтрак, обед, ужин, да, и перекусы. То есть тогда у них будет... So also because of irregular agni, please don't combine too many things. As we know, like our abhyad, Ruski abhyad is like soup, myasa, ili salad, ishota. So don't mix many kind of food. So it makes it difficult for them to digest, and there will be production of more gases. So try to eat if it is cooked food alone. If it is like for a lunch, if you are eating salad alone, but with oil. I will come into that. Да, людям подобного типа не стоит смешивать очень много продуктов за один раз, да, вот, например, как русский обед, да, это там 1, 2, 3 компот, да, то есть нужно стараться есть отдельно, то есть если это приготовленная пища, то съесть сначала приготовленную еду, салат съесть там позже отдельно, то есть должно быть немножко разграничить. Через какой-то интервал, может быть, как полник кушать или как перекус, салат или фрукт всегда лучше как перекус или как полник. So, and allowing sufficient time to eat, and because they are vata, they are having an aggravation of vata, they are very fast in doing everything.
So they have to control themselves, take sufficient time to eat, chew carefully, will ensure that so that the pre-existing digestive enzymes in the saliva are released and make food easier to digest. Также нужно давать себе достаточное количество времени для пищи, да, уделять, потому что у ваты у них часто, когда происходит дисбаланс ваты, они стараются делать все быстро, то нужно будет стараться также и тщательно пережевывать пищу, чтобы все вот эти вещества полезные энзимы, да, через слюну могли поступать в организм, и пища могла легче усвоиться. These people should drink regularly in plentiful amount, because as we know, there is one quality of vata which is called rukshata or roughness, which induces roughness inside and outside the body, like on skin also. So these people should hydrate them with plenty amount of water, but it should be warm in nature, not even common temperature, but it should be a little bit above that. So that warm always pacifies vata. So warm water is very much needed for a vata aggravated person. Людям с дисбалансом ваты стоит регулярно пить воду в достаточно большом количестве. Вода должна быть именно теплая, да? То есть не комнатной температуры, а чуть теплее. Потому что такие люди склонны к вот именно сухости как внутри, так и снаружи. Да? У таких людей часто вот именно сухая кожа. Поэтому очень важно пить достаточное количество теплой воды. And as I told, like meals and drinks, like food and drink should be predominantly cooked and warm. So it's better for the people who are having vata aggravation to avoid raw fruits and salads, as well as some cold foods like, you know, yogurt, kefir. Like, no, yogurt is okay, but when it is cold, hot climate. But all those kind of cold foods which is on the refrigerator, like any cold foods, they should be avoided, and more of the cooked, like varoni, tushone, pichone, and that kind of cooked and warm foods are more acceptable for them. Да, людям такого типа предпочтительна пища и напитки именно приготовленные и теплые, да, то есть не холодные, да, как там йогурт, да, кефир. То есть йогурт, кефир это можно употреблять, но в жаркое время года, да, не когда холодно и не сразу из холодильника. Okay. And as I told, like why this should be cooked, all those things, because and also 3 taste which mitigates vata, which pacifies vata is sweet, sour, and salty. But it doesn't mean that it should be like with sugar or some, you know, pichenki. No, it should be like naturally sweet and warming dishes so that we can add, you know, while cooking we can add few spices which I'll come into it, so that it warms the body and pacifies the cooling nature of vata. Да, то есть есть 3 вкуса, которые успокаивают вату, да, это сладкий, кислый и соленый. Но это не значит, что надо есть там сладкие печеньки и остальные сладости. То есть это должны быть естественные сладости. И, конечно, теплые блюда, да, с достаточным количеством специй, которые помогут успокоить вату. Есть вот специальные особые специи, которые помогают это делать. So, and because the one quality is the rukshata or roughness, rough character of vata, dry character of vata. So these people should add enough amount of taploni masala or any kind of oil. But of course, taploni masala is so good. Ghee is very good. So ghee or any oil in surplus amount in food, so that when you are making kasha, you can add a spoon of ghee in it, or it is a soup, you can add a spoon of ghee in it, so that vata will pacify by itself, by food itself. Да, вот из-за излишней сухости, да, склонности к сухости ваты, да, нужно добавлять достаточное количество тхи или обычного растительного масла в пищу, чтобы тело было как бы промаслено, да, и тем самым вата будет сама по себе снижаться. But also avoid long fasting. Также старайтесь избегать длительных голоданий, постов. Always fasting increases vata. So, потому что длительное голодание не всегда увеличивает вату. So I have included a few products which are used by Ruski, like Russians, which are for them. I'm telling in a very practical way. So fruits, what kind of fruits is good for people who are having aggravation of vata? Very important. If it is a cold season, preferably it is more like baked fruits is very much advisable in a cold season.
But if it is a hot season like now, what is happening, you can include fruits, but don't try to take it after sunset. Да, то есть какую пищу стоит включить, да, то есть я стараюсь быть более практична, вот именно подобрала здесь продукты для русских людей. Что касается фруктов, то в холодное время года, конечно, лучше запекать их, да, но вот то, которое время у нас сейчас, да, то можно есть фрукты и в сыром виде. So as I told, like if after 7, the postly see me like luch pichone fruit. Don't try to take it more like fresh fruits. Fresh fruits are very preferable on the first part of the day, which is more digestible when people are more active. Да, и старайтесь есть сырые фрукты, овощи именно до заката, до 7 часов, да, то есть после этого лучше все-таки печеные. So fruits which are very much good for Vata people are banana, cocos, yablaka, figs, injir, grapefruit, vinaigrette, manga, dinya, mandarin, papaya, persiki, ananas, sliva, yagade, vishni, abricos, avocado. These can be generally used by Vata people who are having aggravation of Vata, but as I told, like in the daytime will be more comfortable. Да, вот эти вот фрукты может употреблять человек без дисбаланса ваты, но именно в дневное время. So what kind of vegetables are good for Vata aggravation? Always advises vegetable to be cooked with spices and eaten warm. Very important. Warm doesn't means like which is kept over the refrigerator and reheated. So always for a Vata people, give like, maximum keep it for 24 hours, cook in one day and finish it the same day. Да, то есть какие же овощи рекомендуются людям с дисбалансом ваты в организме, да? То есть овощи в первую очередь должны быть приготовлены со специями, и кушать их нужно теплыми, да? Теплыми это не значит достать из холодильника и разогреть, а желательно вот именно те, которые там хранились 24 часа, да, в сыром виде, потом вы их приготовили и сразу съели. Вот это идеальный вариант. Так, like we can use more like, фасоль стручкова, морковь, свекла, кабачки, зукини, еще спаржа и сладкий картофель, да, sweet potatoes. So these all can be used. Sweet potatoes are good, but not the usual potatoes. It will provoke the vata. Да, то есть хорошо вот именно сладкий картофель батат, да, но необычный картофель. So what type of grains are good for pacifying vata? It is whole grains like whole grain oats, but not clopia. No clopia. All the clopia, like all the flakes will increase vata. So don't take it in the morning time itself, so that it will cause for the increase of vata. But whole grain oats, rice, рис, пшеничная, зеленозерновая пшеничная или булгур. Да, какие же крупы, да, полезны для людей с дисбалансом ваты? Это в первую очередь овес, да, но не хлопья, потому что овсяные хлопья увеличивают как раз-таки вату. Любые хлопья. Любые хлопья. Да. Вот, рис, пшеница цельнозерновая, да, и булгур. So I think any of this whole grains with a little amount of milk in the morning is a perfect breakfast for a vata aggravation, and a spoon of ghee. То есть идеальный завтрак для людей, чтобы снизить вату, да, в организме был бы, например, цельнозерновая каша, да, с небольшим количеством молока и масла кхи. So milk products, of course, people with a pure, as I told, like the first type, when there is vata aggravation only, he can take ghee, milk, sira the ghee or yogurt, but not in the evening time, in the daytime, provided if they don't have any associated symptoms of pitta or kapha. Да, то есть людям только с дисбалансом ваты, если не наблюдается еще дисбаланс капхи или питты, да, можно употреблять следующие молочные продукты, как кхи, молоко, да, дегейский сыр в виде панира, да, и йогурт, но не после захода солнца, а именно в дневное время. See, very important, like there are few spices which helps to control vata, especially if the vata is aggravated in the in the digestive system.
Да, и это сейчас очень важный момент. Есть специи, которые помогают избавиться от дисбаланса ваты, особенно если вата накопилась именно в ЖКТ. So, provided if there is no symptoms of gastritis. Да, если нет симптомов гастрита. Cumin, Ilizira, Asafoetida, Garchicha, Fenhel, Imbir, and Chestnut. These are the main spices which a person should include in the diet if they are having a vata aggravation. То есть вот это основные специи, которые человек должен включить в свое меню, да, питания, если наблюдается дисбаланс ваты в организме. And very important, like there is no point in adding the spices at the end of the preparation. So first when you start cooking a vegetable or like babove or like whatever meat or something, just on a pan, just salt all these spices in a little amount of ghee or any oil which is you are adding, and then to this add the thing which is to be cooked, and all of this thing to be cooked along with the spices, then only it will give the desired effect. Да, и еще один важный момент, нет смысла добавлять специи в конце приготовления пищи, то есть это нужно делать именно в начале, да, то есть вы берете сковородку, да, добавляете специи, масло, кхи, и уже вот в этом вы готовите, да, уже со всеми специями. Like what kind of drinks is good? Like drink plenty and focus on warm drinks, but it doesn't mean that it is a coffee. Coffee again increases vata. So please, apart from coffee, like it will be more like a herbal tea, spiced tea, particularly appropriate spices I have told you, or a compote or a mousse. Да, какие же напитки рекомендуются в этом случае? Да? Старайтесь пить большое количество теплых напитков. Да? Это не значит, что нужно пить кофе, потому что кофе, наоборот, увеличивает вату. Да? Сконцентрируйтесь именно на травяных чаях, на чаях со специями, компоте или морсе. So what are the things to be avoided? You have to stay away from the food that can increase vata. These are food which has a predominant taste of astringent, bitter, or even spicy or pungent. Какой же пищи стоит вообще избегать, если наблюдается дисбаланс ваты, да? То есть это касается в первую очередь пряной, да, горькой или излишне острой пищи. Minimize foods, like avoid using foods with a cooling energy, such as the cold and frozen foods or drinks in the refrigerator, carbonated drinks like Pepsi, Coke, large quantity of raw fruits and vegetables, and even leftovers. That is what very important thing. Like I know, like people cook for 2-3 days and they reheated it. So that kind of leftovers in the refrigerators and freezers are to be avoided, because as we know, the main quality of vata is coldness. So whenever there is increase in coldness, vata will go aggravated. So these, if you're going on taking this kind of cold foods, it again can, increase the aggravated vata. И также стоит уменьшить количество пищи именно с охлаждающей энергией, да, например, какие-то холодная или замороженная пища или напитки, газировка, да, старайтесь не употреблять большое количество сырых овощей и фруктов, и особенно вот эти вот еда, как вот у нас принято, да, там приготовили на 2-3 дня, да, и хранится в холодильнике, потом мы разогреваем, да, то есть и пища тоже обладает вот этой охлаждающей энергией, которая приводит к дисбалансу, к дальнейшему дисбалансу ваты. So do not avoid you taking dry foods like popcorn, crackers, white potatoes, and dried fruits. Dry fruits can be taken if you are soaking it in hot water, then you can take it. Coffee, honey, very important is honey also. Like people use here honey a lot, but if you're having vata aggravation, avoid honey. Biscuits, which are dried one, cabbage, a plant, tomatoes, bell pepper, like пасленого, like avoid all kind of пасленого. Да, старайтесь меньше употреблять такие продукты, как попкорн, да, крекеры, белый картофель, сухофрукты. Сухофрукты можно употреблять, но предварительно замоченной в воде. Кофе, мед, да, здесь очень многие люди употребляют мед, но мед обладает как бы сухой природой. Печенье, капуста, да, баклажаны, томаты, болгарский перец. То есть именно все пасленые стоит исключить. So we can conclude, like I hope I have given you a practical, knowledge of what can be done when a person is having an aggravation of vata, what kind of
lifestyle, food habit should be adopted. And adapting your lifestyle and being mindful of how you are living from day to day, even in relatively simple or subtle ways, can be extremely effective. Your body from the normal, like natural, like, you know, refinement. Like when body is trying to go to naturally to something, you should assist it with some food and lifestyle, rather than fixing it with some symptomatic relief like medications. Да, то есть уже заканчивая свою лекцию, я надеюсь, что я, так сказать, дала вам практические знания, как можно, так сказать, нормализовать дисбаланс ваты в организме. И также старайтесь как бы адаптировать свой образ жизни, да, и быть более осознанными в том, как вы живете свой каждый день, да, и даже в относительно именно вот простых, да, на первый взгляд, вещах. Это очень важно, да, и поможет сбалансировать, привести ваш организм именно к балансу. Okay. And all in a busy world, like, so there is more busy world, traveling, busy works and all, no sleep, particular sleep habits. This all makes for an aggravation of Vata. So making time for rest and deep nourishment is a very potent medicine in and of itself. Да, мы все живем в таком, знаете, суетном мире, да, здесь люди заняты, иногда не хватает времени, да, на важные вещи. Старайтесь выделять время для отдыха и как бы питания себя, да, то есть это будет самым лучшим лекарством для вас. And very important is for the emotional and you know, spiritual pacification, practice yoga and pranayama according to your own constitution. И, конечно, очень важно именно ваше эмоциональное состояние, да, духовное развитие, да, и стоит подобрать какую-то практику, да, которая подходит именно вам, практику именно из йоги, да, и пранаямы. Спасибо. Thank you, everyone. Всем спасибо. I hope it will help you. Надеюсь, что вам... Спасибо большое. Спасибо. Thank you very much, доктор Dhanya. Большое спасибо, доктор Dhanya. Так, да, большое спасибо также переводчику. Вот также, может быть, так, уважаемые коллеги, может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые вы пожелаете задать, может быть, в чате, может быть, скажем так. Что, нет никаких вопросов? Хорошо. Может быть, если нет вопросов, то кто-нибудь хочет как-то прокомментировать, высказаться. Так, если у нас молчание, всем все понятно, тогда я хочу еще раз поблагодарить наших уважаемых спикеров. Now, no questions from our audience, so I would like to say thank you to today's speakers. Вот, и что могу сказать нашим коллегам, что да, цель клуба донести знания аюрведы и ее возможностей, которые вы можете применять в своей практике. Вот, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас полезной, вот, что вы научитесь, ну, получите навыки применения, скажем так, просто рекомендаций пациентам диеты, вот, которая могла бы скорректировать как-то их дошу вата. Я могу, кстати, привести один пример из собственной практики, вот, когда как-то ко мне пришла на прием пациентка с жалобами, это была молодая девушка, с жалобами на очень сильное истощение сил. Она говорила, что у нее практически, она постоянно уставшая, она называла себя даже выгоревшей, вот, а ей не хотелось утром вставать, у нее постоянные были головные боли, раздражительность, плаксивость, вот, то есть все симптомы неврастении.
У нее не было в прямом смысле слова депрессии, настроение у нее было нормальным, но она очень быстро уставала. Вот. И при этом я уточняла ее образ жизни, она и училась, и работала, причем она жила, получается, в Московской области, на учебу приезжала в Москву, у нее был творческий вуз, то есть при этом там ей приходилось много двигаться, там были и танцевальные уроки у нее, вот, и плюс к тому же она еще, ну, еще работала, у нее было репетиторство там по определенным гуманитарным предметам. И при этом, когда разговор зашел о том, как она питается, она сказала, что она практикует сыроедение. То есть, получается, вы сегодня прослушали, да, что еда сырая, причем в основном сухая, ничего приготовленного, ничего теплого, все исключительно холодное. И плюс понятно, что ее жалобы, они, повышенная раздражительность, плаксивость, бессонница, постоянная усталость, головные боли, они свидетельствовали все-таки о... Да, кстати, еще холодно было постоянно, о дисбалансе доши вата, плюс к тому же еще у нее и был достаточно, то есть такой активный образ жизни, она совмещала работу, учебу, да, не то, что даже у нее была бессонница, она и не высыпалась, то есть у нее не было возможности даже нормально спать, поскольку она должна была рано вставать и поздно ложилась. Вот. И да, в общем-то, получается... И я ей указала на то, что при ее образе жизни, ее питание неправильное, что ей надо даже отказаться от сыроедения на сегодняшний день и перейти на приготовленную пищу, то есть есть супы, приготовленные овощи, печеные фрукты, что при ее образе жизни, что ее питание, оно усугубляет ее симптоматику. Вот, да, и назначила там кое-какие общеукрепляющие препараты. И когда она пришла в следующий раз, она сказала, что она просто поменяла питание, ей уже стало легче. То есть она не стала покупать витамины, она не стала применять препараты, она просто поменяла питание. И ей уже стало значительно легче. Это как раз пример того, как вы можете обратить внимание на питание пациента в своей практике и его своевременно корректировать. Иногда при функциональных нарушениях, какой был случай моей пациентки, этого достаточно. Вот. Вот так. Это, да, то, что я хотела добавить. Поэтому, да, я надеюсь, что сегодняшняя лекция, она была для вас очень полезной. Так, может быть, у кого-нибудь есть вопросы, комментарии, желание выступить? Если нет, да, то я благодарю всех, кто сегодня был с нами. Тогда до новых встреч. И я, в общем-то, в любом случае, следующая встреча у нас будет, предположительно, в среду, 30 июня. Почему июнь? Потому что вот эта встреча, она должна была быть вообще в конце, получается, у нас в конце мая, но поскольку это была пятница, то мы пришли к выводу, ну, наверное, что у нас, поскольку начался летний сезон, то в пятницу просто у нас может не быть много желающих присоединиться, поэтому мы перенесли на летний период нашей встречи на среды. Поэтому следующая встреча, она у нас будет, сегодняшняя у нас, считай, майская, а следующая встреча у нас будет 30 июня, также в 4 часа, и будет посвящена Пракрити, преобладанием доши пита и возможности ее коррекции, управления, когда она выходит из равновесия. Вот. Если у вас будут какие-то пожелания, запросы по дальнейшим лекциям, то ждем от вас информации и ваших запросов. Итак, всем большое спасибо за участие. И вам спасибо большое.